Один из самых недооцененных аспектов игры — это фермерство. Но почему? Возможно, вы думаете, что там нужно быть и электриком, и строителем, и фармилой, но нет. Сегодня я покажу вам самую легкую и эффективную ферму, которая покроет абсолютно все ваши хотелки на вайпе. Согласитесь, выживать в рисовой вселенной куда проще, когда у тебя много ткани, чтобы выходить из дома полностью отхиленным, много металлолома, чтобы ставить нужные верстаки и изучать новые рецепты. Но чтобы всего этого у тебя вначале было в достатке, нужно либо очень хорошо стрелять, отбирая тем самым это у других игроков, либо очень много фармить, чего не всегда хочется делать. Я же покажу вам еще один вариант событий. Прямо со старта вы можете построить себе вот такую ферму всего лишь за 12 тысяч камня и поставить себе третий верстак в доме уже после первого урожая. В час эта малышка может производить больше строчки ткани, что в сумме при обмене в бандитке дает вам целых 750 скрапа. Однако никто не говорит вам использовать всю ткань для обмена. У себя в выживании я ставил магазин с этим делом, и у меня охотно покупали ткань за 200 металлолома за 1000, а это уже куда больше и быстрее. Для этой фермы вам не нужно быть электриком, не нужно изучать тонны рецептов для того, чтобы все это работало, а достаточно лишь найти или купить всего лишь 6 необходимых вещей. Маленький аккумулятор, на котором будет работать вся ферма, а также грядки, солнечная панель, светильник, разбрызгиватель и насос. Сначала я расскажу тебе, где найти и как получить каждый из этих предметов. Далее покажу, какие именно места больше всего подходят под застройку. Ну и заключительным этапом покажу саму ферму и как ее построить. Начнем по порядку. Маленький аккумулятор. Самый наибольший шанс его найти в 1% это с деревянного ящика на дороге. Но я бы рекомендовал его изучить через верстак. Он находится в самом начале и стоить это вам будет в 40 скрапа. Далее грядки. С вероятностью в 5% их можно найти в таких вот деревяшках, а также с шансом в 1% с любой бочки. Крафт одной грядки стоит 2 брезента, в моей микроферме их 12. Так что сохраняйте брезент с самого начала, чтобы не пришлось покупать их в бандитке по 30 скрапа за штуку. По порядку у нас идет солнечная панель. С шансом в 2% ее можно получить во все тех же деревянных ящиках, или же потратить еще 75 скрапа и изучить ее через верстак. Однако для ее крафта нужна микросхема. Если у вас ее нет, то солнечную панель можно купить и в аутпосте. Разве что стоить это вам будет по цене изучения. Нам нужна будет всего лишь одна штука, так что как хотите. Или покупайте, или изучайте. Светильник, чтобы освещать все это дело, можно также найти в этом ящике. Но я бы рекомендовал его изучить. Благо он идет сразу после солнечной панели и стоит также 20 металлолома. Нам нужен будет еще разбрызгиватель. Он падает также уже из народного фермерского ящика. Если же вы там его не найдете, то подготовьте 80 скрапа для изучения через верстак. Ну и самое сложное в этой ферме — это водяной насос. Найти его с шансом в 1% можно уже в элитном ящике, но я бы не надеялся. По верстаку его изучить не вариант, нужен второй верстак, а у нас его пока нет. Единственное решение — это купить его в аутпосте. Его цена составит 200 металлолома. Это много, да, но все окупится. Пока насоса нет, если что, можно поливать с канистры. Итого в сумме на эту ферму нам придется потратить 455 скрапа. Это если мы ничего не найдем и все будем покупать и изучать. Однако, я бы вам рекомендовал проявить свою социальную сторону и попробовать договориться с соседями, чтобы именно они вам скрафтили необходимые рецепты и вещи. Либо за процент с будущего урожая, либо за какое-то количество сера. Я стартовал в этой ферме уже 3 раза. И все 3 раза мне получалось выменять все, что мне нужно, через соседей. Касаемо того, где строить эту ферму, то это определенно должно быть место с пресной водой, чтобы нам не пришлось ставить еще и опреснитель. Если речки у нас как бы все пресные, то водоемы не всегда. Проверить качество воды можно, посмотрев вниз с персонажем. Там сразу появится индикатор с пресной или соленой водой. Плюс пресную можно попить. Я бы рекомендовал строиться на самой ближайшей речке к мирной зоне, даже если это будет за 10 квадратов. Фермеры очень обеспеченные люди и смогут позволить себе автомобиль. Перед румтуром я рассказал вам все, что вам нужно было знать об этой ферме, но не сказал о лучшем сервере, где можно не только построить эту ферму, но еще и получать за это халявные скины. На проекте Rastrum рейты 1,5x, и абсолютно за каждое действие вы получаете семена денежного дерева, будь то лутание камушков в землице или сбор урожая на своих грядках, и уже эти семена можно обменивать на реальный баланс в магазине. Или подкопить их чуть больше и обменять сразу 50 семян на рандомный скин, стоимость которого будет от 1 до 20 баксов. За вайп у вас в среднем будет скапливаться по 200 семечек, а это уже, между прочим, 4 скина на халяву. Коннекты на все 4 сервака будут в закрепе. Увидимся на проекте. Ну и давайте теперь прогуляемся по всему этому делу. Вход здесь выполнен через дефолтный аирлок. За ним находится магазин для ведения бизнеса, а также стол изучения. Важно!
важно. Даже если вас убьют в открытых дверях, ни магазин, ни тот ящик залутать не получится. Так что ваши ресурсики будут в безопасности. Далее мы проходим в еще один предбанник. И здесь уже стоят печки, первый верстак, мало ли что-то изучить надо. А также выход на саму нашу плантацию запрещенки. Повыше тоже посмотрите, я все место там забил по максимуму. Чаеварилки, стол для починки, ящики для всякого мусора, все поместилось. А вот таким вот легким движением ноги можно собирать ткань со всей грядки одновременно. И это получится больше полустака ткани. Обратите внимание, какие топовые гены я вывел на конопельке. У себя на бусте я выложил супер понятный гайд по скрещиванию. Даже если ты самый настоящий камень в генетике, после просмотра моего гайда ты навсегда запомнишь, как это делается. Приватные дома, уникальные ролики и все это на бусте, где всего за 2 бакса ты получишь доступ ко всему, что я туда публикую. Ссылка на бусте будет в описании. Присоединяйся. Далее у нас по счету идут начальные 2 квадратика, с которых мы стартуем. Но мало ли вы прям со старта решите откидывать эту ферму, не имея основного дома. Обслуживание всего этого дела перед вами, и если что, все это можно закатать в кубик. Еще можно стенки дополнительные снаружи поставить, тогда 2 стенки до шкафа будет. Если у вас возникли мысли, что грядками, которые так расположены, неудобно пользоваться, то это не так. Все, что вам нужно, это зажать Е, а там уже выбрать или собрать все, или клонировать все. В общем, пользоваться всем по кайфу. А потом уже собрали все, что вам нужно, и закинули в магазин на серьезных щах. Цены выставляете подешевле, чем в среднем на карте, тогда и продаж у вас будет много. Также я не показал вам водяной насос, с помощью которого питается эта ферма. Находится он прямо в центре дома, чтобы его нельзя было выдолбить снаружи. И я покажу, как это сделать. Также обратите внимание, что крыши в этом доме нужны не для того, чтобы говорить: «Эй, смотрите, какой красивый домик я построил». Они выполняют куда более важную функцию. Грядки у нас размещены очень компактно, и когда кустик вырастает, его можно собрать через потолок. Именно поэтому я и ставлю косые крыши, чтобы так было сделать нельзя. Если же вы потом планируете добавлять себе вторую стенку до лута, то эти крыши следует заменить на полустенки. Эффект тот же, но дороже по камню на 3,5 тысячи. Решать вам. Я выбрал речку с пресной водой и захожу на ее середину. Нахожу самую глубокую точку и там ставлю самый высокий фундамент. Далее двигаюсь назад и устанавливаю еще 2 фундамента. После чего устанавливаю последний фундамент и прямо здесь начинаю строить стартовую кибитку. На нее вам понадобится 2600 камня. Ваша задача, чтобы ваша ферма стояла по центру реки, чтобы потом, когда вы начали устанавливать насос, с ним не возникло проблем. Здесь просто обустраиваем все так, как по кайфу. Но я показываю такую расстановку, какую я и сам делаю всегда в своих выживаниях. Можно сказать, она уже проверенная временем и очень удобная. Плюс, если вас начнут рейдить, вы в любой момент можете застроиться в кубик, что тоже является очень качественным плюсом. Дополнительные спальники нужны на тот случай, если вы все же застроите свой шкаф. Также обратите внимание, что выход из дома у вас должен быть против направления реки, потому что именно туда вы будете расстраиваться. Если вы будете делать это в обратную сторону, то там не хватит высоты фундаментов. Этот этап самый затратный, потому что именно здесь и будет располагаться наша ферма. На этом этапе уже каждый для себя должен решить, будет ли он добавлять к этой ферме вторую стенку или нет. Также обратите внимание, что в центре 2 фундамента, я специально не стал их улучшать, потому что потом мы под ними сделаем выкачку воды с речки. И логично, если вы их улучшите случайно, то эту самую выкачку придется пристраивать где-нибудь около дома. А это будет уже некрасиво даже с эстетической точки зрения. Далее мы здесь должны добавить потолки везде, в 2 этажа. Можете, конечно, и потом их поставить, но я все делаю постепенно и заканчиваю до конца. Улучшать эти потолки можно как по кайфу. Я, например, улучшаю в камень, но если у вас его, например, мало, можете и в дерево улучшить. Обратите внимание, что я до сих пор не трогаю эти 2 фундамента. Они нам пока не нужны. Сейчас я покажу расстановку чердака. Там ничего сложного. Я просто покажу так, чтобы все было удобно и красиво. У вас здесь будет 7 больших ящиков, 2 чаеварилки, а также стол для починки. Также можете сразу обратить внимание, что я все это делаю без полета, и у вас тоже не возникнет с этим проблем. Если что, не стесняйтесь пристраивать себе на помощь какие-нибудь дополнительные потолки, чтобы было удобно что-то поставить. Но и пока у нас по центру нету ящиков, придется как бы прыгать. Потом, когда ящики появятся, все будет удобно. Далее, казалось бы, можно уже грядки ставить, но на самом деле это не так. Там вроде с обновой должны завести, что грядки можно поднимать, но пока что этого сделать нельзя. Поэтому перед тем, как ставить грядки, вам нужно поставить разбрызгиватели в эти места. И сверху, и снизу, с 2 сторон. И даже когда вы это сделаете, вы еще не можете ставить грядки. Потому что мало того, что мы поставили эти разбрызгиватели, их еще надо и подключить. А насоса у нас пока еще не было. Но если вы прям уже хотите что-то выращивать, то можете посередине поставить по 2 грядки. Однако, нам же нужно еще и электричество, но для этого нужно немножко расширить дом. Я бы рекомендовал сразу пристроить еще один дополнительный треугольник
треугольник, чтобы добавить побольше дверей к нашему дому. Но и само собой не забудьте про еще один дверной проем, куда потом встанет магазин. Если магазина на данном этапе у вас не будет, то можно просто пока поставить обычную дверь. Ну а напротив этого магазина находится стол изучения и сундук, куда можно скидываться по фасту. В этом предбаннике по идее должен быть первый верстак и электрические печки. Я ставлю второй, потому что первый стоит у меня в мейне. Эти печки, если что, также можно запитать от маленького аккумулятора. То есть не от того, что мы сейчас поставим для нашей фермы, а еще один. И солнечная панель для него отдельно нужна будет. Когда поставили маленький аккумулятор, нам нужно забраться на крышу нашей фермы. Там мы устанавливаем солнечную панель, и от нее нам нужно привести питание напрямую к нашему аккумулятору. Сколько я не тестил, мне именно одной солнечной панели хватало на всю ферму бесперебойной работы. Но если вам по какой-то причине будет не хватать, то ставьте вторую солнечную панель. В эти места мы устанавливаем светильники. Они у меня включены, потому что у меня плагин такой на серваке. Но вам их еще надо подключить. Просто ведем питание напрямую от нашего аккумулятора. Вот подробно показываю, куда нужно поставить светильник, чтобы точно хватило на все 6 грядок. Ну и когда свет у вас уже проведен, а грядки стоят, насоса у вас, возможно, еще пока что не будет. Но если вам уже не терпится что-то выращивать, то можно использовать для этого канистру. Просто ломаете один фундамент и в абсолютной безопасности поливаете свои грядки. Но я же вам сейчас покажу именно вариант с насосом. Ставим низкий фундамент и улучшаем его в дерево. Этот фундамент также ломаем и на его месте ставим полустенку, после чего устанавливаем насос. Далее очень важно, от нашей лампочки мы подводим питание к насосу. Как только вы подключите, насос заработает. Подключать все нужно именно в такой последовательности. Далее мы уже шлангом подключаемся к насосу и ведем соединение к левому верхнему разбрызгивателю. Обратите внимание, что даже если у вас будет при подключении гореть красным, якобы нужна помпа, вы можете игнорировать это сообщение, вода все равно будет поступать. Не знаю, баг это или фича, но работает только если напрямую от насоса так подключать. И работать это будет только в том случае, если вы сначала подключите 2 верхних разбрызгивателя, а потом 2 нижних. И только когда вы уже все подключили, накрываем это деревянными потолками. Деревянные они на тот случай, если что-то сломается, их хотя бы можно будет выжечь. Ну а если под этой фермой будет много лайков, то следующим видиком я выпущу ферму бесконечного топлива, которая просто напрочь может сломать всю экономику сервера. Но все зависит от того, сколько эта ферма просмотров соберет. Поэтому комментируй и делись с друзьями. Когда мы уже все подключили, давайте проверим, как чувствуют себя наши семечки. Как видите, по свету нормально, по земле нормально, не хватает только воды, ну потому что еще не накапало. И абсолютно не важно, куда вы посадите ваши семечки. Ну и не забывайте, что на бусте я выложил максимально понятный гайд по скрещиванию. Буквально 5 минут потратишь на просмотр и уже на всю жизнь запомнишь. Кубик закрывается, насос работает, света везде достаточно. По сути и все. Ну а если тебе понравилась эта ферма, то я уверен, тебе понравится и этот дом. Ты можешь его прямо рядом с этой фермой воткнуть и вообще выживать с кайфом. Спасибо за просмотр.